Здравствуйте, товарищи! Вы смотрите и слушаете радио «Аврора». У микрофона ведущего политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Да, добрый день, здравствуйте. И Игорь Макаров, секретарь ЦК КПРФ по научно-просветительской работе, председатель Центрального совета РУСО. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Для начала хочу напомнить или сообщить тем, кто еще не знает, что всю серию в подарочной версии, серию «Советская держава» книг Евгения Спицына можно заказать у нас на Аврора Маркете, ссылка в описании к видео. Также традиционно просим поддержать подпиской авторский канал Евгения Спицына на Рутуб. Ну, а теперь начнем по существу. Да. Хотел бы начать с того, что вот вас поддержать. Прекрасная книга Евгения Юрьевича, которая называется «Брежневская партия». Да, значит, это, на мой взгляд, я ее внимательно прочитал, такой целостный научный взгляд на брежневскую эпоху. И, по мнению ряда авторитетных историков, она безупречна с точки зрения источниковедения и историографии. Потому что было несколько попыток. Спасибо. Да, Евгений Юрьевич, об этом нужно прямо говорить, потому что было несколько попыток у достаточно таких именитых историков обратиться к этой теме. Прежде всего, здесь мы вспоминаем Роя Медведева, «Личность и эпоха». Да? Но книжка получилась абсолютно конъюнктурная, очернительская. Она была сделана в начале 90-х годов, что называется, на скорую руку. Тем более там огромное количество было просто мифов. Слушайте, ну что понагородили о Брежневе, о каких-то заговорах, которые там против него якобы составлял Суслов, Мазуров и Шелепин, там, и он вынужден был поехать и заручиться поддержкой армии. Я пишу это, да. Да, или там господин Бутенко, известный философ, вроде бы левый, но пишут совершенно ерунду вот об обстоятельствах смерти Леонида Ильича. Якобы, значит, они с Викторией Петровной проснулись, спустились вниз, позавтракали, потом он поднялся в кабинет и там умер, где она его и обнаружила. Кстати, эту версию впервые не Бутенко озвучил, а именно Рой Медведев. Ну да. То есть у него вот таких вот лжи фактов просто пруд-пруди. По всем эпохам, что Хрущев, что Сталин, что... Мы, собственно, решили вот такую первую программу посвятить Леониду Ильичу и его эпохе, потому что в этом году 120 лет со дня рождения этого выдающегося государственного деятеля, коммуниста с большой буквы, патриота нашего Отечества. Вот. И все-таки мы должны постепенно избавляться от той просто горы, напластования этой грязи, которую понагородили в Горбачевские, ельцинские времена вокруг этой фигуры. Поэтому, собственно, мы хотим сегодня поговорить на тему от Брежнева до Горбачева, на то, что с нами случилось. Ну, естественно, если мы посмотрим даже данные свежих социологических опросов, то мы увидим, что уже на протяжении, наверное, лет 20 для наших соотечественников, ну, для большинства, ничего более привлекательного и, я бы сказал, такого вот актуального в каком-то смысле, чем эпоха Леонида Ильича, эта фигура просто нет. Коммунистическая партия на протяжении своей героической истории, она являлась в разных ипостасях. Поначалу это партия борьбы с врагами, партия индустриального рывка, партия победы над фашизмом. А вот Леонид Ильич открыл, собственно, новую страницу в истории Компартии. Он показал, что это партия мира и партия социального благополучия. И если, Евгений Ильич, вы ссылаетесь на этот источник, Черняев, такая есть толстая книжка, 1000-страничная, которая называется «Совместный исход». Она легко читается, потому что это не что иное, как свод дневников бывшего советника Горбачева, который еще... Помощника, который начинал еще... 1972 года. Да, который начинал еще в международном отделе ЦК. И он вспоминает 69-й день рождения Леонида Ильича, который они в Завидове отмечали в узком кругу. И Леонид Ильич вдруг стал говорить о своей роли в истории, о роли партии, и сказал так, что пока я жив и пока я занимаю эту должность, большой войны не будет.
Вот здесь сконцентрирована его историческая миссия. И вообще говоря, если мы вспомним вот буквально каждый год брежневского правления, это серьезнейший шаг к тому самому явлению, которое тогда называлось разрядкой. Люди старшего поколения помнят, да? Это был один из лозунгов партии в тот период. 1967 год. Договор о мирном космосе двух супердержав. 1968 год. Значит, это новый шаг вперед, договор о нераспространении ядерного оружия. 1972 год. ОСВ-1. Ограничение стратегических вооружений. Из договора ПАПРО. Да, договор ПАПРО. Более того, Никсон приезжает в Москву и заключается декларация о мирном сосуществовании двух супердержав. Да, вот в 1972 году как раз принимается 3 основополагающих документа. Это 2 договора по ограничению и ПАПРО. И у нас обычно как-то убирают из нарратива вот эту самую декларацию, где обе страны брали на себя обязательство, что они являются гарантами мирного развития человеческой цивилизации. Это был очень важный вклад в нормализацию общеполитической обстановки. Потому что в послевоенный период, особенно в период тех же берлинских кризисов и особенно Карибского кризиса, действительно в мире, особенно в США, в Европе, да и у нас в Советском Союзе постоянно будировалась тема возможного возникновения ядерной войны с катастрофическими последствиями. Вот. И вот эта политика разрядки, она, безусловно, была положительно встречена. А у нас потом несколько, знаете, как стали смешивать одни события с другими и выводить из политики разрядки политику Горбачева. На мой взгляд, это категорически неверно. Вот я потом попытаюсь сказать, может быть, не в этой программе, а в другой программе. Тут я просто хотел бы сакцентировать внимание на то, что Брежнев в начале 70-х годов, или вернее в первой половине 70-х годов, я уж не знаю, по чьей-то подсказке, либо сам он дошел до этого. Вот в ходе так называемого Хельсинского процесса, который начался в 1969 году, а затем и политики разрядки, у него родилась идея создания новой большой тройки, которая, собственно говоря, и формировала в Тегеране, особенно в Ялте и в Потсдаме, новый миропорядок, который мы знаем как Ялтинско-Потсдамская система. И Брежнев хотел этот новый мировой порядок подкрепить новой важной конструкцией, поскольку из жизни ушли уже и отцы-основатели Ялтинско-Потсдамской системы, и нужны были гаранты сохранения этой системы на новом историческом этапе. И вот у него рождается идея создать эту большую тройку, правда, уже в составе 4 человек. Его самого, Ричарда Никсона, значит, дальше французского президента Жоржа Помпиду и германского канцлера Вилли Брандта. Вот эта великолепная четверка, это были действительно политики мирового уровня. И надо сказать, что Брежнев очень умело выстроил личные взаимоотношения со всеми 3. Например, с тем же Жоржем Помпиду у них были прекрасные личные отношения, дружеские отношения. С Никсоном у него были хорошие отношения, хотя первоначально советская сторона к Никсону относилась очень настороженно. Вот, его считали ястребом. Потом же это Вьетнам. Ну, конечно, да. Вот. Ну, с Вилли Брандтом были ровные, нормальные, спокойные отношения, тем более, что Вилли Брандт был отцом той самой знаменитой восточной политики. Но в один прекрасный момент, в 1974 году, этот замысел Брежнева одним, так сказать, махом рухнул. И связано это было прежде всего со смертью Жоржа Помпиду. У него был острый лейкоз. И буквально за пару там, или 3 недели до смерти он приезжал в Сочи, встречался с Брежневым. И Брежнев, зная, что этот человек обречен, значит, буквально вот как отец над дитя трясся над Помпиду, оказывал ему всяческие знаки внимания, уважения.
Вот. Дальше. Никсон. Мы хорошо знаем, что в августе разгорается тот самый Уотергейский скандал. И Никсон, который рассчитывал, что он просидит как минимум до 1977 года включительно, он вынужден был подать в отставку. Вот. Ну и, наконец, из-за шпионского скандала с Гийомом, который оказался, это советник Брандта, который оказался агентом Штази, в отставку вынужден был уйти Вилли Брандт. То есть вот три основных кита как бы вот этого нового мирового порядка, они оказались, понятно, не удел, что называется. И вот это вот, я считаю, выдающаяся задумка Брежнева, она, к сожалению, рухнула. Но история подвержена вот таким, значит, совершенно случайным процессам, хотя мы марксисты, мы понимаем, что Маркс был 1000 раз прав, когда говорил, что случайность – это непознанная закономерность. Вот. Но это, да, любопытный фактор. При этом я замечу, что вот эту политику разрядки ведь стали рушить американцы. Стали ее сознательно рушить, выражая интересы, прежде всего, американского военно-промышленного лобби. И вы обратите внимание, когда это началось. Это началось как раз в период острейшего экономического кризиса в США. И начал все это дело Картер, Джимми Картер, этот арахисовый алкоголик, как его именовали, да. Его так называли Валерий Жискар д'Эстен и сменщик Брандта Гельмут Шмидт. Веселый парень. Да, веселый парень, да. Вот, у него были плантации просто арахиса, и он был а из арахиса же там водку гнали, ну, местную, да. Вот, и он знали, что он любитель этого напитка. Ведь, значит, еще до всякого Афганистана уже застопорился процесс подписания договора СНВ-2, вот, а потом приходит такой ястреб и шизофреник, как Рональд Рейган, который себя возомнил мессией, которая была послана якобы Господом Богом на землю, чтобы уничтожить мировой коммунизм. Случайно он начал там. Да, Америка – хрустальный дворец, на горе, на который все молятся. И заметьте, что они тогда, вот западный мир, влетел в новый системный кризис капитализма. Откуда рождаются такие понятия, как тэтчеризм и рейганомика. Это не от хорошей жизни, это именно так. Понимаете? И вот для них Горбачев в этом смысле оказался просто манной небесной. Потому что они видели, что Советский Союз из года в год, из пятилетки в пятилетку, значит, догоняет ведущие промышленные страны мира, и вот-вот он превзойдет по темпам экономического роста, по ВВП и так далее буржуазный лагерь, а вместе с ним и страны социалистического лагеря. И вот этот исторический спор, о котором говорил еще Ленин, вот, он будет решен в пользу социализма. И надо было срочно что-то предпринимать. Ну, один из вариантов выхода – это эскалация военного конфликта. Вспоминайте, что вытворял Рейган в начале 80-х годов. Он пришел к власти в 1981 году, и как раз начинается резкое обострение международной обстановки, размещение першингов, объявление о программе звездных войн, ЦОИ, ну и так далее, и так далее. Полное прекращение каких-либо контактов на переговорных площадках в Вене и в Женеве. Вот, и потом вот эта знаменитая встреча вице-президента США Джорджа Буша, который до этого был директором ЦРУ с Владимиром Исраэляном, где он прям ему пальчиком сказал, что если вы хотите вернуть назад наши контакты, в том числе по переговорам по стратегическим вооружениям, к власти в Советском Союзе должен прийти договороспособный человек. И имя этого человека Михаил Сергеевич Горбачев. Понимаете? Вот это все вписывается в эту логику. Но тут надо четко и однозначно отделить Брежнева от всего того, что произошло потом. Брежнев вот ко всему к этому никакого отношения не имел. И не сдал ни одной позиции. И не сдал ни одной позиции. Более того, вот эта знаменитая доктрина Брежнева, он не отказался и от классового подхода во внешних делах. Вот эти общечеловеческие ценности, которые стали потом путеводной звездой для Горбачева и его банды, они никогда не артикулировались Брежневым, потому что он, будучи правоверным коммунистом, вы абсолютно правы, понимал, что в основе нашей внешней политики должен лежать классовый подход. И нормализация международной обстановки никоим образом
не означало того, что Советский Союз и социалистический лагерь прекратил какое-либо противостояние с Западом. Просто это противостояние сместилось несколько в иную сферу. Не организацию мировой пролетарской революции, а нанесение смертельного удара, нокаута в сфере экономики, в сфере развития международных отношений, в сфере развития торговли, в сфере привлечения на сторону Советского Союза и прогрессивного человечества как можно большего количества стран. В Азии, в Америке, Латинской Америке, значит, на африканском континенте. Вот каков был вектор внешней политики Советского Союза. И я хочу сказать, что у нас везде было полным-полно настоящих союзников. Чего у нас нету сейчас? Союзников и друзей. Друзей, конечно. Слушайте, на Ближнем Востоке Сирия, Иордания, Ирак, ну и далее по списку, да? Я уже не говорю про Индию, да? Дальше, Латинская Америка, половина латиноамериканских стран, и Никарагуа, и Куба, ну и так далее. Дальше, Чили, до военного переворота Пиночета. Затем на африканском континенте, и, значит, Эфиопия, и Ангола, и Мозамбик, ну и так далее, и так далее. То есть мы прочно стояли на ногах на всех ключевых континентах мира и имели там по-настоящему серьезных друзей. Вот о чем идет речь. И более того, вспоминается тут невольно конец XVIII века, когда Екатерина говорила, что без нас ни одна пушка в Европе не выстрелит. Да. И тогда, в тот период, золотой брежневский, ни одна серьезная международная акция не проходила без согласия советского правительства. И вот вы называете вот эти все имена удивительные: Помпиду, Вилли Брандт. А посмотрите, какой сейчас паноптикум пришел на их смену. Это вообще. И если это поколение, видевшее кровь, видевшее войну, воевавшее и осознававшее свою ответственность перед своими народами и перед человечеством в целом за будущее планеты, у этих нет никакой совести, никакого осознания той смертельной опасности, на которой сейчас балансирует человеческая цивилизация. У них отсутствуют просто когнитивные способности, то есть способности к элементарному мышлению. Вот и все. И в продолжении я еще вот 3 вехи буквально назову из политической международной биографии Леонида Ильича Брежнева. 1974 год – запрещение ядерных подземных испытаний. 1975 год, я считаю, это вершина его дипломатической деятельности, это заключительный акт безопасности в Европе. И тоже фантастическое совершенно было мероприятие, стыковка 2 космических кораблей, фактически новая встреча на Эльбе, только в космосе. Союз Аполлон, я имею в виду. Ну а 1979 год с веселым парнем, как вы его правильно назвали, они подписали ОСВ-2. Да, но не был ратифицирован. Да, он не был ратифицирован, но шаг серьезнейший в этом направлении тогда был сделан. Вот. Поэтому слово «мир» и слово «Брежнев» в общественном сознании давно стали синонимом. Ну а с точки зрения социального благополучия своего народа, ну что тут говорить, 5-дневная рабочая неделя – это Брежнев. Да. Пенсии колхозникам – Брежнев. 161 миллион квадратных метров жилья, бесплатные квартиры. Брежнев. За 18 лет бесплатные квартиры были розданы десяткам миллионов людей. Суммарно было возведено, но там по разным оценкам, от 161 до 163 миллионов квадратных метров жилья. Пенсионный возраст тот самый. Чтобы вы понимали масштабы, вот сейчас мы в стране строим менее 1 миллиона. То есть, чтобы нам построить такой объем жилья, надо как минимум 160 лет строить. А там за 18 лет это было построено. Понятно, жилье не раздают бесплатно. Да, и жилье не раздают бесплатно, понимаете? Пенсионный возраст возьмите, тот самый, который отменила известная организация, не будем ее сегодня называть. Да, причем заметно выросли пенсии, ведь именно Брежнев установил среднюю пенсию по старости
для женщин 55, для мужчин 60, ну, кроме тех, кто работал на особо вредных производствах, 120 рублей, извините. На 120 рублей, как у Христа, за пазухой можно было жить. Ну, где-то в среднем 30 уходило на питание, что-то рублей 5-6, даже, может быть, меньше, на социалку, на коммуналку, а все остальное твое. Представляете? Дальше, вот я был студентом, у нас еще сохранялись все эти брежневские стандарты. Значит, когда я поступил в институт, вышло как раз постановление, чтобы привлечь мальчишек в педвузы. Ну, на истфак не надо было привлекать, там всегда парней было полно. Значит, нам установили стипендию не 40 рублей, как всем, 40 рублей, а 50. Но я учился на отлично, у меня была повышенная стипендия 75 рублей. 75 рублей для студента, 20-летнего, там, 22-3-летнего студента. Плюс я еще подрабатывал на, значит, овощной базе, разгружал по выходным вагоны там, с бананами, например, с луком. Вот, и получал за рабочий день, за рабочую смену, ну, условно говоря, там 12-15 рублей. Понимаешь, то есть в месяц это получалось где-то 60. Плюс 75 стипендий. Я богач был, слушай, 135 рублей. Я вообще там... Так что на эти деньги можно было позволить себе путешествовать, да все, на юг съездить. Да, конечно. Десятку стоил билет. Это пацан, я пацан был совсем, вот юный, понимаешь. У нас, условно говоря, такие зарплаты были у специалистов, которые закончили институты и шли работать по специальности там, на заводы или в какие-то научно-исследовательские институты там, или, ну, понятно, на фабрике там, ну, конструкторские бюро. А я студент уже получал. Это все закладывалось именно во времена Леонида Ильича Брежнева. Вот именно поэтому уже потом в лихие 90-е народ, помните, как отреагировал на происходящее, вспоминая программу строительства коммунизма, говорили люди, нас на самом деле не обманули. В 80-м году мы жили при коммунизме, только мы об этом тогда не знали. Конечно. Мы не догадывались. Абсолютно, абсолютно. То есть уровень социальной защищенности был просто колоссален. И в этом смысле советская власть развратила советских людей. То есть они получили то, о чем не могли мечтать не только западные обыватели, а человечество за всю его описанную историю. Впервые в стране для всего населения страны была создана бесплатная система образования, здравоохранения, получения высшего образования и так далее, и так далее. И люди настолько привыкли к этому, они воспринимали это как должное, они не воспринимали это как завоевание. Понимаете, если бы им постоянно говорили бы о том, что это ваше завоевание, это завоевание ваших дедов, отцов, вы должны этим дорожить. Правильно. Поэтому не покупайтесь на посулы разного рода провокаторов, антисоветчиков, всей этой прозападной продажной интеллигенции, которая вас убеждает, что мы живем в концлагере. Ведь понимаете, как грамотно, значит, происходила манипуляция общественным сознанием. Люди не ценили того, что было достигнуто десятилетиями, если не столетиями классовой борьбы. Вот то, что мы получили в годы советской власти, особенно при Брежневе, это своеобразный итог борьбы Степана Разина, Емельяна Пугачева, декабристов, народников, в конце концов большевиков, которые боролись за народное счастье, за то, чтобы не отдельная кучка аристократии, дворянства, буржуинства и так далее, или купечества, а может быть там или попов, да, барствовали и царствовали, а чтобы миллионы униженных и оскорбленных получили достойные условия жизни, чтобы они не опухли и не дохли от голода, чтобы они не работали как рабочий скот, ну и так далее, и так далее. Но люди этого не ценили. И при этом не надо забывать, что мы были локомотивом той самой вот классовой борьбы во всемирном масштабе. Да. Все эти послабления, которые западный капитал был вынужден своему рабочему классу делать, это благодаря кому? Конечно. Благодаря кому эта концепция государства всеобщего благоденствия? Так называемые шведские и прочие модели социализма.
кто обеспечил, какая страна дала другим народам право даже говорить об этом? Ну и, кстати, вот, Евгений Ильич, вы затронули очень, я считаю, важную и не до конца еще осмысленную тему. Здесь мы подходим уже к Горбачеву-то. Вот есть замечательный фильм, который сотни раз показывали, я его с удовольствием пересматриваю, называется «Дорогой мой человек», 50-х годов. И вот волей-неволей... Это где Баталов с Да, Макаровой где играет. Баталов с Макаровой, совершенно верно. И не волей-неволей делаешь вывод, что там показана вся будущая программа разложения советского строя. Что я имею в виду? Есть там эпизод, когда старый революционер, контр-адмирал, герой Советского Союза, Да, вышел в отставку, который был еще матросом на «Авроре». И что же он видит на гражданке? Что его сынуля, несостоявшийся врач, но состоявшийся чиновник, выгнал пионеров из особняка, его занял, что он коллекционирует антиквариат. Дедушка... Антиквариат, заметьте, царских времен. Да, с вензелем Николая II. Да. И он буквально кричит: что же вы, сволочи, делаете-то, а? Мы всю эту мировую контру били. Ради чего? Чтобы ты детишек выселил из этого особняка. И получилось, да, что пока отцы воевали, защищали, строили, вот это вот пришло... А здесь, да, я вот этот помню очень хорошо сцену, она сыграна, конечно, гениально. Гениальная сцена. Да, это, как же его фамилия-то, народный артист СССР, Петр. Ой, запамятовал я фамилию этого актера, когда ему стало дурно, значит, сноха подает, невестка подает ему... Хрустальный бокал. Да, хрустальный бокал с водой. И он рассматривает, а она говорит: папа, аккуратнее. А что такое? Типа, говорит, посмотрите, говорит, это, говорит, вензель Николая II. И он берется всего маха. И бьет бокал, его об да, стенку. об стенку, понимаешь? И вот это вот показательно. Почему? Дело в том, что действительно, ведь Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, они ведь говорили, что самая сложная задача, связанная со строительством социализма, это перестройка человека, перестройка его психологии. Вот. И, к сожалению, увы и ах, вот эта самая сложная задача, она оказалась не совсем подсильна большевикам. Они вели, безусловно, работу в этом направлении, и у них были очевидные успехи в этом направлении. Но понятно, что вот эта зараза, она, тем не менее, этот вирус, он сидел в определенной части общества. Не случайно вспоминайте вот это пророческие слова того же Лохновского или того же Мюллера. Как только где-то по адресу кого-то кто-то скажет слово «хай», знайте, нас там ждут и так далее. И Лохновский, да, он психологию-то понимал, вот эту психологию барыжничества, психологию шкурничества, психологию эгоизма, что мы, говорит, вас победим все равно. И вот надо, конечно, признаться, что вот здесь советская власть оказалась бессильна. Ну, Когда прежде всего прогнившая партноменклатура, а что греха таить, все эти, значит, зерна, они посеялись не при Брежневе и не при Хрущеве, уже при Сталине. да. Почитайте, например, мемуары того же Шелепина, нет, не Шелепина, Шипилова, который тогда работал в аппарате ЦК, он начинал работать у Андрея Александровича Жданова, вот, и он тогда поведал довольно интересный сюжет, связанный с разговором с Ильичевым. Был такой... Леонид Ильичев, Да. секретарь ЦК, потом он был при Хрущеве. Да. Леонид Федорович Ильичев, который при Хрущеве будет не просто секретарем ЦК, а главой идеологической комиссии. Вот. Они, короче, были у кого-то то ли на даче, то ли дома. Вот. И когда между ними состоялся разговор, то он показывает на стену, где висят картины. Вот. И говорит, видите? Он говорит, это, говорит, репродукции? Нет, батенька, это подлинники. А на стене висели картины выдающихся русских художников, чьи картины висели в том числе в Русском музее Третьяковки. И он говорит, вот это, говорит, капитал на все времена, при всех режимах и при всех политических строях. И он говорит, я, говорит, уже понял, вот она червоточина.
Вот она проникла уже вот в этот партийный аппарат. Вот понятно, что Сталин был не всесилен. Он вот этого не видел. Вернее, он, как умный человек, понимал, что это есть и что с этим надо бороться. Но он уже тогда был слишком обременен и проблемами со здоровьем, и старостью, и усталостью, просто человеческой усталостью. И вот эта зараза, как ржа, стала разъедать партийный аппарат, в том числе потому, что была сломлена система пестования и подготовки партийных кадров именно во времена Хрущева. Более того, именно во времена Хрущева партийный аппарат фактически начинает подавлять все остальные институты власти. Не случайно тот же Саша Пыжиков, который считался крупнейшим специалистом по хрущевской эпохе, или, например, тот же Андрей Сушков, хороший, очень такой маститый свердловский историк, они обратили особое внимание, что впервые со времен Сталина в составе президиума ЦК, это аналог Политбюро, количество секретарей ЦК намного превысило состав, значит, членов Политбюро или президиума ЦК, которые были представителями государственного аппарата. Там даже приводится цифра, что на декабрь 1957 года из 15 членов президиума 11, 3/4, это были секретари ЦК. Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании. Ну и потом не здорово, когда отраслевые отделы ЦК стремились подменять министерство. Да. Это двоецентрие как минимум создавало. Нет, я вот, понимаете, тут вот опять-таки диалектика жизни. Безусловно, координирующая роль отделов должна была быть. Но надо было найти золотую середину. А вот этой золотой середины, увы, не было найдено. Потому что Сталин тоже это понимал. А вот я когда писал вторую часть книги про Горбачева, я там как раз касался вопросов, связанных с так называемой политической реформой и постепенного отстранения партии от власти. Ведь Горбачев с чего начал? Он начал с партийного аппарата. Он сказал, что вот, дескать, нам надо убирать отраслевые отделы, значит, надо минимизировать численность аппарата, чтобы аппарат занимался своей прямой обязанностью и так далее, и так далее. Вот. При этом он опять ссылался на Сталина, что это Сталин породил такого монстра и так далее. Но этот человек просто был глупый дурачок. Вот помните, был фильм «Служили два товарища»? И там этот Папанов играл замечательную роль командира полка. Вот. И он говорит, вот Крым, казалось бы, вот возьми, говорит, ладошкой прикрой и, говорит, это. Но так может рассуждать только самый глупый дурак. Понимаешь? Вот Горбачев рассуждал как самый глупый дурак. Потому что он думал, что вот мы сейчас уберем эти отраслевые отделы и тип-топ. А на самом деле вот произошла реорганизация партийного аппарата. Это сентябрь-октябрь 1988 года. Но Сталин этим занимался. У него было несколько попыток. Первая попытка была еще до войны. Еще в 1939, а потом в 1941 году. Ну, война, понятно, помешала провести эту реорганизацию. Дальше. В январе 1944 года записка Сталина, Хрущева, кстати, Маленкова и кого-то еще, не буду врать кого, по-моему, Жданова, о перераспределении функций между государственными и партийными органами в пользу органов советской власти. Большинством голосов эта записка не прошла. Отторгается. Она, да. А готовили эту записку к пленуму ЦК.
собирались созвать единственный за годы войны пленум ЦК в феврале 1944-го, но потом отложили. И ни одного пленума в годы войны так и не прошло. Дальше, в марте 1946-го и в апреле 1946-го, наконец-то, эта реформа получила полноценное развитие. И более того, некоторые историки говорили, что по своим решениям вот этот мартовский пленум ЦК был сродни чуть ли не решением партийного съезда. Но эти решения просуществовали всего 2 года. Всего 2 года. Потому что Сталин сам увидел, что вот эта реорганизация, которая была проведена, в том числе с ликвидацией всех отраслевых отделов и с резким сокращением партаппарата, не принесла те плоды, на которые рассчитывал он и Жданов. Потому что главным разработчиком тогда этой реформы был именно Андрей Александрович Жданов. Но если бы вот Горбачев был бы, маломальски как бы образованным человеком, если бы даже ему помощники об этом сказали бы: Михаил Сергеевич, вы никакой Америки не открываете, вы повторяете то, что сделал Сталин. Я думаю, что Горбачев бы апокалиптический удар бы, если бы ему сказали, что ты делаешь то же самое, что Сталин. Но и бы ему сказали, это уже было. Это был неудачный опыт. Сталин от него сам отказался. Зачем же ты на одни и те же грабли-то наступаешь? Потом ведь еще в 1948-м все восстанавливают. Это лето, июль. Буквально за 1,5 месяца до смерти Андрея Александровича. Дальше, в 1952 году-то опять начинается реорганизация партаппарата. Сразу после 19-го партсъезда. То есть постоянно шли попытки оптимизации партийного аппарата. А Горбачев, когда взялся за это дело, он якобы вот это ничего не знал. А может быть и знал, но сознательно вводил партию в заблуждение. Надо же признаться, что у нас все-таки костяк партийных секретарей составляли строители, аграрники, металлурги, и так далее, и так далее. То есть промышленники. То есть среди них гуманитариев было раз-два и обчелся. Вот. И под эту сурдинку был произведен, по сути дела, разгром партийного аппарата. И как только произошла эта реорганизация, следующий шаг – это ликвидация секретариата ЦК. А что такое секретариат ЦК? Все, буквально все, кого не возьмешь, и историки профессиональные, и мемуаристы говорили, это была главная рабочая лошадка всей партии. Более того, по-моему, Болдин, Болдин уже знал, о чем он писал, он плоть от плоти этого аппарата, он говорил, что зачастую на секретариате ЦК решались куда более важные и весомые вопросы, чем на Политбюро. Дальше. Через секретариат ЦК шла львиная доля всех назначений по партийной номенклатуре. Если в процентном соотношении брать, то на Политбюро ЦК, плюс-минус 10%, это союзные министры, это первые секретари областных комитетов, это советские послы, это командующие военными округами. Вот, пожалуй, весь перечень, да, то все вторые, третьи и прочие секретари обкомов, все первые секретари горкомов, райкомов, значит, все передвижения по служебной лестнице в системе КГБ, МВД, армии и так далее, вплоть до командующих армиями. Значит, назначение директоров маломальски крупных предприятий, от, условно говоря, Южмаша, этого гиганта оборонной промышленности, до какой-нибудь фабрики «Большевичка». Понимаете? Это все решалось на уровне секретариата ЦК. Там ставились на обсуждение, голосовалось, оформлялось решение. Горбачев берет и этот орган просто ликвидирует. А что значит ты ликвидировал секретариат ЦК? Что ты ликвидировал рабочую лошадку? Все, партия оказалась просто без инструментов. Она превратилась в клуб по интересам. У ней не стало никаких реальных рычагов, значит, функционировать. А раз так, то получается, что Горбачев сознательно пустил дело на самотек, чтобы разрушать систему управления. А разрушив реальную систему управления, был предпринят следующий шаг. А давайте мы даже формально партию просто отстраним от власти. Под лозунгом чего? А мы возьмем на вооружение лозунг кронштадтских мятежников. Советы. Без коммунистов. Мы возвращаемся к Ленину. Причем у него все вот эти его шаги
они все освещались именем Ленина. Ленин, чтобы его не заподозрили, что он засланный казачок, что он падла. Вот. Понимаете, да? Вражеский агент, который здесь занимается тотальным разрушением всей системы управления, вот, вообще самой системы государства как такового, и экономического базиса, и политической надстройки. Вот. Возвращаемся, да, даешь Ленину, даешь там советскую власть. А потом, вот это, с одной стороны, парадокс истории, а с другой стороны, это логика исторического процесса. Это та самая случайность, о которой Маркс говорил, что это не поздняя закономерность. Вы только вдумайтесь в это. Через Верховные Советы Республик, Верховные Советы, то есть, которые венчали с собой систему органов советской власти, начинается законодательное разрушение той самой системы советской власти. В Прибалтике, на Украине, в Молдавии, в Грузии, 5-10. Это все равно, что сесть на сук, так сказать, там, прижиться, начать строительство своего гнездышка, вот, уже какую-нибудь там кукушку оприходовать, уже у тебя кукушата, вот. А ты потом сидишь от скуки и думаешь, а что бы мне сделать? Надо жену свою грохнуть, эту проститутку, и своих этих выродков. Так, вот, и ты берешь, взял пилу и начинаешь пилить. Начинаешь с наслаждением пилить сук, на котором ты сидишь. Вот чем занимался Михаил Сергеевич. Но занимался он этим не только потому, что он был дурак, а он действительно был глупый дурак, как сказал герой Папанова. Он еще был враг. Он стал перерожденцем. Вот говорит, а как так? Вот вчера буквально под одним моим роликом, а куда смотрели другие члены Политбюро и ЦК? Вот я сейчас в книге показываю, куда они смотрели. 88-й, особенно 89-й год, это такие баталии на уровне Политбюро. Там буквально за грудки хватались. И почему Горбачев, например, опять в апреле провернул операцию, когда разом выкинул из состава ЦК 110 человек? 110. После 19-й партконференции сразу это произошло. Да, нет, просто это, заставили, да, продавили людей. Да. И вот эти вот это. А, например, в сентябре, уже 89-го, сентябрьский пленум, да он очередную глобальную чистку Политбюро делает. Он оттуда разом выводит 5 человек. 5. Никогда такого не было. Угу. Вернее, он это делал, у него до этого был такой опыт. Это второй был опыт. Ну, слушай, Сталин себе не позволял таких шалостей, чтобы на одном пленуме 5 человек вывести. Чебрикова, Никонова, Щербицкого, значит... Соломенцев, кажется. Не, Соломенцева раньше он вывел. Раньше? Да, он Соломенцев, Громыко за год до этого вывел. Тоже, по-моему, в сентябре, но 88-го года, за год. Дальше, так, значит, Чебрикова, Никонова, Щербицкого. О, Господи, вот уже память подводит. Ну, неважно. Короче, вот 5 человек он вывел, да? И делает членами секретариата ЦК областников. Строева, Манаенкова, Усманова и Геренко. Да их знать никто не знал. Воротников, например, пишет у себя в дневнике, что обычно, всегда в предварительном порядке, до заседания пленума или Политбюро, Горбачев советовался с нами. Вот. А здесь, говорит, когда на пленуме были названы эти фамилии, по залу пошел шумок. Потому что даже люди не понимали, о ком идет речь. Вот о чем речь-то. Понимаете? Вспомнил, кого он еще вывел. Соловьева Юрия, значит, это первый секретарь Ленинградского обкома партии. И Талызина Николая Владимировича. Это зампред Совета Министров, который до этого был председателем Госплана, а потом стал нашим представителем в СЭФ. То есть 5 человек он выводит. Он выводит вот откровенно, он расправляется со своими противниками, с теми, кто ему перечил на Политбюро. Ну, например, тот же Чебриков, тот же Щербицкий. Потому что, вот смотрите, 14 июля до отпуска Горбачева
а он в отпуск ушел 5 августа, то есть за 2 недели. Идет заседание Политбюро. Там обсуждается вопрос, значит, о платформе КПСС по национальному вопросу к предстоящему пленуму ЦК, который назначен на вторую половину сентября. То есть, получается, за 3 месяца Политбюро обсуждает этот вопрос. И там в основном все высказываются против нового союзного договора, и особенно рьяно Щербицкий. Он говорит о том, что на Украине голову поднимает бандеровское подполье, что сейчас в этой тяжелейшей политической ситуации ни в коем случае вообще даже нельзя заикаться о каком-то новом союзном договоре, ну и так далее, и так далее. Потом слово берет Шеварднадзе. Шеварднадзе тоже там некоторые перлы его меня поразили. Вы знаете, товарищи, сейчас такая сложная ситуация. Вот. У нас в Грузии, например, сейчас особо и не отделишь секретаря ЦК Компартии Грузии от грузинского националиста. Ты понял? Шеварднадзе говорит. Он по себе судил. Ну, наверное, да. И значит, он говорит, да вот надо четче определиться с понятием суверенитета, 5-10. И Горбачев Шеварднадзе. Так ты что, Эдуард, против пленума? Он говорит, ну, вроде бы да, но если другие за, я как бы свои возражения снимаю, то есть не вашим это. И здесь Щербицкий, он был человеком довольно выдержанным. Я так по стенограмме чувствую, что он взорвался. Он ему говорит, я еще раз вам говорю, дураки вы, ни в коем случае нельзя ставить вопрос о подписании нового союзного договора. Ни в коем случае, запомните. Вот причина, почему Горбачев, вернувшись из отпуска, и убрал Щербицкого. Потому что он ему мешал приступить к реализации вот своего преступного замысла. То же самое, примерно в тех же тонах, но более интеллигентно. Потому что мне тот же Полосков говорил, что Щербицкий был такой мужик прямой, такой производственник, машиностроитель. За что и при Хрущеве пострадал. Да, пострадал. А Чебриков, он был такой интеллигент, несмотря на то, что он был генерал армии. Вот они говорят, там был такой тип руководителей: Машеров, Воротников, Чебриков. Это вот был один тип руководителей интеллигентов. Я, говорит, их всех знал. А вот другой тип руководителей, это вот Щербицкий, Кунаев, Кулаков, которых я тоже хорошо знал, особенно Кулакова. Он же родом из Рыльска, да. из Курской Федор области. Давыдович. Да, Федор Давыдович. Да, они были вот такие мужики, там, и выпить любили, и это, но, говорит, были людьми такого высокого государственного полета. Да. И вот получается, что Щербицкий, Чебриков, которые наиболее активно выступали против вообще даже вынесения на обсуждение этой темы, тут же были изгнаны из состава Политбюро. Поэтому не надо сказки рассказывать, что никто не перечил Горбачеву. Перечили еще как. Но он подлинно, вот, будучи отменным интриганом, вот так вот избавлялся от всех любых противников, которые стали ему ставить палки в колеса. Понимаете? Причем... И он это делал постоянно, на протяжении вот всех лет. Вот он начал, значит, свою работу на посту генсека именно с этого. Посмотрите. За 1985 год, за неполный 85 год. Такого тоже никогда в истории партии не было. Вот я вам просто говорю. Он сразу убирает из Политбюро 3 наиболее авторитетных членов. Сначала Романова, потом Тихонова. Его прямой конкурент. Да, сначала Романова в июле. Фактически он его от работы отстраняет еще в марте, как только становится генсеком. Затем... В сентябре он убирает главу правительства Тихонова. И, наконец, в конце года он убирает первого секретаря МГК партии Гришина. За 1 год он 3 сразу убрал. И эту практику он продолжил в 86-м, 87-м, а в разнос уже пошел. В 88-м и 89-м, когда все уже поняли, куда ведет его политика перестройки. И он в прямом смысле стал рубить головы всем своим политическим противникам. Почему он, кстати, и провел вот этот апрельский пленум 89-го года, когда через колено заставил всех старых партийцев, вот еще хрущевско-брежневского призыва, написать добровольно заявление о сложении их
причем делал подло. Мне тот же Полосков, например, рассказывал. Людей просто шантажировали. Вызывали какого-нибудь старого министра союзного или какого-нибудь отставного первого секретаря. И говорили, подписывай бумагу. А он говорит, да я и не собираюсь. Меня съезд избрал членом ЦК. Вот будет следующий съезд. Я сложу полномочия по уставу. Ну ты что, у тебя что, дочка-то как там работает? Ничего? А сынок как? Куда он там собрался-то? За границу, что ли, или что? Вот. А где у тебя внучка работает? А кто где учится? Ты давай это... Думай. Подумай о судьбе-то. Вот как людей шантажировали и ломали, понимаете? Были, конечно, такие мастодонты, как Славский. Он просто не поехал навстречу, и все. Причем вот то, о чем Евгений Юрьевич говорит, делалось все под аккомпанемент просто вакханалии по очернению недавней советской истории. Да. В центре которой был две фигуры. Фигура Сталина и фигура Брежнева. Да. Как раз. Вот недавно, Сталинщина и застой. да, недавно выложили в интернете кадры всю хронологию 26-го съезда партии. Это последний Брежневский съезд. И порядок был такой, что на каждом заседании председательствовал член Политбюро. Да. Вы бы видели, как эта Иуда лебезила перед Леонидом Ильичем. Как она его обхаживала, как она ловила все его реплики. Да. А Владимир Медведев, вот эта известная книжка «Человек за спиной», это начальник личной охраны Владимир Горбачева. Тимофеевич, Да, вспоминает такую деталь. Вот только-только Горбачев стал генеральным секретарем, едут они по Кутузовскому проспекту. Ну и в окно он видит, что на знаменитом доме номер 26 мемориальная доска и полочка, просто набитая цветами. Ага. И он ничего даже особенного и не говорил, а позвонил Плеханову прямо из машины. Говорит, начальнику девятки. ты полочку там с цветами видел? И говорит, с этого дня не было ни полочки, ни цветов. Нет, доску потом сняли в 91-м, да, которую, кстати, отправили в США. Станкевич ее, а потом она оказалась в Польше. Продал. Вот этот Станкевич, который витийствует сейчас на НТВ у Бабаяна, Сережа, этот политолог, который так вот все время как заведенный, так вот рубит воздух руками. Зам Попова был, да? Да, да. Причем вы обратите внимание даже вот Серега. на колоссальную разницу двух психологий. Если Брежнев – это рабочая косточка, он начинал с чернорабочих, потом инженером. Ну да, землемером да, он был там. А эти дорвались, озверелые мещане. Абсолютно. Даже в мелочах со своей Раисой Максимовной. Слушай, я тебе расскажу такой напоследок, сейчас уже будем заканчивать, но это вот тоже характеризует Горбачева. Значит, Масол, был такой Виктор Андреевич Масол, последний председатель Совета министров ОССР, то есть советский глава правительства. Его очень хорошо знал Азаров. Вот, он говорит, действительно, это был выдающийся государственный деятель. Его Горбачев даже одно время приглашал на место Рыжкова. Вот, в начале 1988 года он ездил на Украину. Прошу прощения, в начале 1989-го, когда началась избирательная кампания по выборам народных депутатов СССР, он в конце февраля, 20-24 февраля, у него была поездка на Украину. В рамках избирательной кампании он там был во Львове, в Донецке и в Киеве. И у него там состоялась приватная беседа с Масолом, и он его приглашал как раз занять пост премьер-министра. И он отказался. И он тоже об этом пишет, и он Азарова об этом говорил. Вот. И Масол в своем интервью приводит очень такой показательный факт. Кто такой Горбачев и как им манипулировали. Мы, говорит, сидим на заседании у Горбачева. Сидели в Волынском. Это загородная резиденция. Сидим, обсуждаем. Потом, говорит, в кабинет заходит Раиса Максимовна. И говорит, Михаил Сергеевич, давайте закругляйтесь. Нам внучку надо в постель укладывать. Спать. Горбачев тут же закрыл совещание и ушел. Нормально? Ну, кстати, вот вы только вдумайтесь. Заходит супруга генсека, главы сверхдержавы, супердержавы и говорит, Михаил Сергеевич, нам надо с тобой внучку уложить спать. Давай тут это, закругляйся и пошли всех по одному адресу. Горбачев безропотно это делает, уходит,
И до свидания. Вот этот человек руководил нашей страной. Кстати, вот на это обращал внимание и Владимир Тимофеевич Медведев в этой своей книжке, вот на такие вот внутрисемейные бытовые мелочи, которые о многом говорят. Они очень показательны. Вот Андрей Брежнев, да, недавно умерший. Да, к сожалению. Внук Леонида Ильича. Слушай, кто-то я вот буквально на днях с кем-то разговаривал, кто его лично знал, говорит, отличный был мужик. Отличный парень, баловался во время летнего отдыха на юге, и Владимир Тимофеевич его отшлепал. Да. Тот говорит, все, пожалуюсь деду. И чем закончилось? Тем, что тихо подошел к нему и извинился. Да, Брежнев ему сказал, правильно сделал. Но стоило горничной на даче Михаила Сергеевича только намекнуть, что внучка неправильно себя ведет, она тут же была уволена. Да. И вот это на каждом шагу. То есть, как раньше говорили, два мира, две политики. Нет, раньше говорили не так. Два мира, два шапира. С одной стороны, мы видим честного, открытого, порядочного человека, прошедшего войну, который жил интересами своей страны, своего народа. А с другой стороны, мы видим перерожденца, мещанина, приспособленца, который пел при жизни Леонида Ильича одни песни. Достаточно посмотреть вот эти знаменитые кадры, когда он получает орден из его рук, когда он солирует на 26-м съезде, как они ему все здравицу пели, а какую арию исполнил Шеварднадзе тогда. Просто можно было... Для грузин. Но не успели, так сказать, еще ноги остыть. Брежнев стал персонажем самой оголтелой клеветы, анекдотов и так далее. И нам уже скоро, наверное, будет полвека, рассказывают про застой. Да. Какой застой? Вы посмотрите на результаты 8, 9 и 10. Темпы роста экономики, они снизились по сравнению со сталинскими. Но по теперешним меркам это были гигантские шаги вперед. Там в среднем 5,5-7% в год. Думаю, в будущем стоит посвятить отдельное внимание тому, кто придумал и внедрил сам этот термин «застой». Действительно, в отношении человека, который прошел войну, завоевал для своего народа мир и процветание, а потом под видом вот этого вируса все это было разрушено. Естественно, да. Я думаю, что мы, безусловно, продолжим этот разговор. Тем более, действительно, это юбилейный год Леонида Ильича. Я вот как раз вхожу в состав рабочей группы. Губернатор Курской области Хирнштейн меня включил, на удивление, в состав этой группы, вероятнее, потому что я вот автор этой книги, я Хирнштейна, к сожалению, лично не знаю, но мы, с ним виртуально общались, когда вот эта комиссия заседала, я пару раз там выступил, и планируются довольно большие торжества, связанные с юбилеем Леонида Ильича в Курске. Ему будет поставлен памятник. Я, кстати, видел проект этого памятника, мне он понравился. Будет его именем назван проспект, его сейчас облагораживают. То есть там планируются довольно большие торжества, причем средства на эти деньги даже выделило государство. И слава тебе, Господи, что, по крайней мере, к Брежневу такое позитивное отношение. Я думаю... Хоть и с большим опозданием, но наконец-то приходит осознание о действительной роли в истории этого выдающегося нашего лидера. Как кто-то Ахматова или Есенин, кто сказал, большое яйцо лица к лицу не увидать, это Есенин. Большое яйцо на расстоянии. А Цветаева моим стихам, как благородным видом, настанет свой черед. Да. Так что и осознанию эпохи Леонида Ильича Брежнева придет свой черед, и это только первые шаги. То, что сейчас Конечно, да. Безусловно, эта эпоха была противоречива. Мы же не хотим, только радужными красками и так далее. Мы поговорим и о тех проблемах, и о тех, так сказать, о том наследии, которое носило негативный характер. Но если в целом оценивать и Брежнева, и его эпоху, это, конечно, одна из лучших эпох нашей истории, причем тысячелетней истории. Не только эпоха мира и стабильности. Да, не только советской. И достатка. И достатка сотен миллионов людей. Такого в истории Советского Союза и России вообще никогда не было. Когда в стране не было ни одного голодного, ни одного
бездомного, нищего и так далее, и так далее. Ни одного, понимаете? Я не беру, конечно, там умалишенных всяких бомжей, но это, как говорится, отдельная песня, о них мы говорить не будем. Это вообще уникальный случай в истории нашей цивилизации. И именно за это Брежневу и его соратникам, не только одному Брежневу, а, конечно, и Косыгину, и Громыко, Устинову и так далее, надо при жизни поставить памятник. А то у нас памятник ставит Столыпину. Боже ж ты мой, как будто в истории России круче и лучше Столыпина не было руководителей правительства. Не смешите мои тапки. Прости, Господи. Ладно. Каждый памятник отражает суть того времени, когда он поставлен. Вот, правильно сказали, вот. Да. А суть в песок. А пишут о Брежневе такие люди, как вы. Благодаря вам, кстати, вот и оптика калибруется сегодня, и, значит, есть возможность правильно взглянуть на вещи и напомнить людям о том, что мы реально потеряли. А ведь мы действительно это потеряли. Многие живы еще сегодня, кто добровольно отказался от этого восхитительного мира и процветания ради буквально корочки от пиццы, которую потом рекламировал Горбачев. Как буквально... как это вот в средние века, лишенный короны, выгнанный, изгнанный ко всем чертям собачий монарх, да, потерявший изгой, двор, да, который ходил по кострам в стане где-нибудь вражеском и подбирал объедки. Да. Вот такие вот повороты судеб. Да, нам такую судьбу уготовила вся эта шобла, да, ходить по вражеским, так сказать, тылам и подъедать объедки за нашими заморскими или, значит, не заморскими хозяевами. Ну что ж, первый эфир нового цикла подошел к концу. Благодарю вас, товарищи. В эфире радио «Аврора» были историк Евгений Спицын и ученый, председатель Центрального совета РУСО, российский ученый за социализм, секретарь ЦК КПРФ по научно-просветительской работе Игорь Николаевич Макаров. Спасибо вам. Напоминаю нашим зрителям и слушателям, что приобрести книги в подарочной версии с именным обращением, дарственной надписью и автографом автора из серии «Советская держава» от Евгения Спицына. Вот все эти книги замечательные в уникальном авторском исполнении с подписями можно по ссылке в описании к видео. Также в описании к видео ссылка на авторский канал Евгения Спицына на Рутуб. Просим поддержать подпиской. Благодарим вас за внимание. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!